Глава 46. Власть и высокомерие. Перед рестораном стояли два юноши, один из которых был вооружен саблей, а второй — мечом, стояли перед рестораном. Оба были красивы и выглядели несколько неестественно. Одного взгляда хватило, чтобы понять, что оба были из высших слоев. Третий брат, потенциал твоих 3 ураганных мечей силен. Я охотно признаю свое поражение. Ха-ха, 9-й брат не стоит принижать себя. Удары жгучей пламенной сабли становились все сильнее и сильнее, я почти не мог сопротивляться ей. Еще я начал практиковать навык возвращающихся волн, но его ни на ком проверить, так что не знаю, насколько я в этом силен. Ха-ха, как умно, видимо, у тебя тоже есть скрытый навык, давай попробуем снова. Оба болтали на виду у всех, словно их окружал просто воздух. Зрители смотрели с благоговением. Было ясно, что таланты этих культиваторов не мог превзойти никто из города Южного Неба. В это время вдалеке раздался сердитый рев: «Ублюдки!». С неба, пропоров землю, упал сгусток пламени. В земле остались 2 ямы. Наньгун Юн медленно встала, и её тело охватило пламя. По её телу прыгали искры, а длинные красные волосы развивались на ветру, делая её похожей на разъяренную богиню. Некоторые, глядя на неё, видели тень огненного феникса. Какая внушительная сила, ужасающая аура, зрителей тут же охватил страх. На лице юноши, который держал меч, показался ужас, сила огненного феникса. Ты Наньгун Юн, известный и талантливый боец города Южного Неба. Ресторан был серьезно поврежден снаружи. Площадь была разрушена, вывески уничтожены, а несколько работников и охранников катались по земле от боли. Однако им повезло, что повреждения были только внешними. Внутри все должно было быть в порядке. Однако это все равно было проблемой для торгового чуда. Наньгун Юн была невероятно зла. Почему вы это сделали? Юноши с озорством смотрели друг на друга. Они с улыбкой ответили: ради забавы. Ради забавы? Эти ублюдки устроили им такие проблемы перед торжественным открытием лишь ради забавы. Юная леди, почему ты так сердишься? Юноша, вооруженный саблей, махнул рукой. Мы всего лишь сломали немного вещей и ранили несколько слуг. Сколько денег ты хочешь в качестве компенсации? Мы заплатим в 2 раза больше, и все закончится. Компенсация. Ты можешь говорить об этом. Взревела Наньгун Юн, теряя контроль над своей яростью. Мне нужны ваши жизни. Посмотрите на эту ладонь. Наньгун, не так быстро. Чутянь, Мэн Циньву и Мэн Ин вышли из толпы. Мэн Ин видела, как пострадал ресторан, ее глаза набухли слезами. Она несколько дней работала изо всех сил, чтобы украсить помещение. Она лично повесила каждую вывеску. Она не думала, что все это так скоро разрушат. Как она могла не грустить, как ее сердце могло не страдать, Мэнин была так зла, что скрипела зубами. Видя, как легко разрушили старания ее младшей сестры, Мэн Циньву тоже чувствовала ярость, однако, подавив гнев, она спокойно спросила: «Кто вы?» «Мы вас ничем не обидели». Мэн Циньву всегда была осторожна. Она не знала, кто эти двое, и боялась действовать необдуманно. Вдруг это ловушка, и юноша, держащий меч, даже не посмотрел на нее и громко сказал: «Ты слишком незначительная личность, чтоб знать, кто мы. Будь благоразумная и быстро уйдя, не надо портить мне настроение». Юноша, вооруженный саблей, дико рассмеялся. «Ха-ха, 3-й брат, ты действительно хладнокровный. Ты даже не хочешь говорить с такой красавицей. Красивая леди, если ты подаришь мне 1 поцелуй, то я скажу, кто мы». Юноша, держащий меч, внимательно осмотрел Мэн Циньву. Никогда не думал, что в такой провинции может родиться такая красавица. У тебя нет будущего в этом городке. Если ты будешь со мной, то я гарантирую тебе хорошую жизнь. И юноша, вооруженный саблей, печально улыбнулся. Не забудьте позаботиться о его младшем брате, они были слишком высокомерны, они даже открыто оскорбляли Мэн Циньву. С ними не мог сравниться даже Ехань, обычный человек не мог быть таким высокомерным и властным. У них было непростое происхождение. Должно быть, они были из центрального государства, только жители столицы центрального государства обладали таким чувством собственного превосходства. Наверное, они впервые были в городе Южного Неба, потому что даже не узнали Мэн Циньву. Это было крайне странно. Они впервые в городе Южного Неба, но уже доставляют трудности торговому чуду. Наньгун Юн не могла этого выносить. Сестра Циньву, они зашли слишком далеко. Я могу убить их одним движением. Наньгун Юн, мы знаем, насколько ты сильна. Эти дела тебя не касаются, и тебе лучше не вмешиваться, громко сказал юноша, держащий меч, который не знал, какое отношение Наньгун Юн имеет к ресторану. Если не хочешь проблем для Наньгун, то прочь с дороги. Верно. Громко кричал юноша, вооруженный саблей.
Чутянь, я никогда не думал, что ты дойдешь до того, что будешь жить с этими женщинами. Если ты настоящий мужчина, то прекрати прятаться за их спинами и выходи. Женщины были удивлены. Они знали Чутяня. Чутянь был их целью. Почему? Если это не кто-то из семьи Е или семьи Ду, то это старый враг Чутяня, юноша, вооруженный саблей, глумился, считаю до 3. Если ты не встанешь перед нами на колени и не извинишься, то мы сожжем твой магазин. Это действительно был старый враг, Чутянь был озадачен, но ясно понимал, чего делать не стоит. Он без колебаний вышел вперед. Юноша, держащий меч, сказал: «Тебе непонятно. Становись на колени». Чутянь слабо улыбнулся и сказал: «Кажется, вы изучаете боевые искусства. Не хотите сравнить наши навыки?» Во взглядах юноши мелькнуло удивление, они расхохотались, словно услышали хорошую шутку. «Такой отброс, как ты, смеет бросать нам вызов? Как смешно. Это действительно слишком смешно». Чутянь усмехнулся уголком рта. «Вы хотите по одному или вместе?» Это не было ошибкой. Неужели это был Чутянь, человек, который был робок и кроток, словно мышь, парень, над которым было бы очень легко издеваться, юноша, держащий меч, был оскорблен. Он разозлился и сказал: «Девятый брат, этот ублюдок не только посмел не становиться на колени, но и бросил нам вызов. Ты знаешь, что делать, не так ли?» «Знаю». «Давай улучшим его способности к пониманию», — фыркнул юноша, вооруженный саблей, и подошел к нему. «Будешь и дальше делать вид, что не знаешь нас? Разве это возможно? Ублюдок всегда остается ублюдком. Даже если сбегает на другой конец земли. Посмотри на мою саблю». Юноша закричал, его саблю окружил ореол из белой радуги. Лезвие пронзило воздух, издав визг, разорвав пространство. Она летела к колену Чутяня, чтоб беспощадно прорезать его. «Сначала я сломаю тебе ноги». Наньгун Юн сжала кулаки. Мэн Цинь остановила ее. Он может с ними справиться. Юноша, вооруженный саблей, был на 7-м уровне совершенствования тела, а Ло Юй достиг высшего уровня. Было ясно, что юноша, вооруженный саблей, был не из города Южного неба, иначе он знал бы, что Чутянь уже побеждал Ло Юя и не был бы таким небрежным. Чутянь усмехнулся и указал пальцем на саблю. Юноша отшатнулся и сделал 6 или 7 шагов назад. Остановившись, он увидел, что в закаленном лезвии была дыра размером с палец. Он разрушил ауру сабли всего одним пальцем, к тому же он оставил в лезвии дыру. Это была грозная сила. Чутянь, используя палец, излучающий мощную ауру, снова выстрелил в саблю. Закаленное лезвие переломилось и отлетело прямо в грудь юноши, перерезав сразу несколько меридианов. Юноша, охваченный паникой, кричал, выплевывая кровь: «Прекрати!». 10 пальцев Чутяня засветились бледно-золотым, наполняясь силой. Он выстрелил в тело юноши, разорвав еще несколько главных меридианов. Юноша с криком упал. Он больше не чувствовал свои меридианы, больше не мог активировать духовную энергию. Его лицо мертвенно побледнело, и он крикнул: «Перестань, я признаю поражение, не бей меня больше». «Признаешь поражение? Ты и в самом деле бесхребетный». Казалось, Чутянь услышал самую смешную шутку. Они разрушили ресторан за день до торжественного открытия. Они не только причинили вред торговому чуду, но и хотели расправиться с Чутянем. Теперь, когда они не смогли победить его, они просто сдаются. Просвистел еще один выстрел, последний меридиан был разрушен, и юноша, вооруженный саблей, безнадежно закричал: «Нет!». Юноша, держащий меч, больше не мог сохранять спокойствие. «Ты посмел ранить 9-го брата. Умри». Длинный меч с ревом прорвался сквозь светло-голубую ауру. Чутянь небрежно выставил ладонь, чтобы разрушить ауру меча. «Вы оба такие простые». Мягко подпрыгнув, он взлетел вверх. Скверно. Юноша, держащий меч, сформировал сеть из ауры, пытаясь остановить нападение Чутяня. Слишком слабо. Она не выдержит даже одной атаки. Чутянь разрушил сеть ударом одной ладони. Схватив юношу, держащего меч, он тут же раздавил его дантянь. Жалобно вскрикнув, юноша стремительно понесся к земле. Его меч отлетел в сторону. Взгляд Чутяня стал дразнящим. 7-й уровень совершенствования тела. И ты посмел причинять проблемы торговому чуду? На лицах зрителей было изумление. Встреча была всего 2 дня назад. Казалось, сила Чутяня многократно возросла, он легко расправился с 2 бойцами, находящимися на 7-м уровне совершенствования тела. Судя по всему, их энергия окончательно иссякла. Наньгун Юн выглядела испуганной. Этот ненормальный юнец стал намного сильнее за такой короткий промежуток. Как он этого добился? Когда у нее будет возможность, она заставив его выдать секреты. Как это возможно? Ты действительно Чутянь?
Оба юноши панически смотрели на него. Как этот отброс стал настолько сильным? Раньше они могли уничтожить его в любой момент, а теперь он играючи расправился с ними. Контраст был слишком силен, это было невероятно. Третий брат, нет, нет. Мои меридианы разрушены. Я лишился духовной энергии. Чутянь, ты действительно безжалостен. Результат был для них неожиданным. Они были талантливы от природы, но он превратил их в инвалидов, которые больше никогда не смогут культивировать. В их сердцах кипели сожаление, страх, ненависть. Чутянь был для них дьяволом. Безжалостный. Задумчиво посмотрел Чутянь. Вы хотели разобраться со мной, и это не показалось вам безжалостным. Вы разрушили собственность торгового чуда и должны быть благодарны, что я не убил вас. Из соседнего чайного дома раздался пронзительный свист, из окна прямо в Чутяня летела вращающаяся чашка. Там был еще один боец, Чутянь выставил кулак, чашка покрылась трещинами и рассыпалась на части. Чутянь опасался, что этот боец достиг 8-го уровня совершенствования тела. Наньгун Юн холодно фыркнула, жалкая крыса. «Выходи ко мне». Глава 47. Семья Чу из центрального государства. Из чайной выскочил мужчина средних лет, одетый в красный парчевый халат. Черные волосы были короткими, рот окружала борода, а на руках блестели несколько нефритовых колец. Очевидно, он был богатым джентльменом. Оба юноши тут же вскрикнули: «Седьмой дядя, спаси меня!» Мужчина искоса посмотрел на них и холодно сказал: «Вы опозорили свою семью. Я не могу даже бить ублюдков, от которых нет никакой пользы». «Седьмой дядя, ты...» Лица обоих юношей стали серыми. Что за удача помогла этому ублюдку? Как он стал настолько грозным всего за несколько месяцев? Высокомерный мужчина удивленно осмотрел Чутяня с головы до ног. Все думали, что ты умер, но кто знал, что позор семьи до сих пор жив? Твое самосовершенствование достойно похвалы. Откуда пришли эти странные парни? Чутянь старался не делать лишних движений. Дело было действительно странным. Если ты хочешь бороться, то должен быть готов к последствиям. Если ты сражаешься, не учитывая обстоятельства, ты вряд ли понимаешь, на что идешь, не так ли? На лице мужчины появились насмешка и презрение. Глупые, невежественные девушки, почему вы защищаете кого-то вроде него? Вы знаете, кто вы знаете, кто он. Наньгун Юн холодно фыркнула. Теперь он наш начальник. Он в 100 раз сильнее некоторых мелочных людей. Мужчина ответил: семья Наньгун, одна из 3 уважаемых семей королевства, связалась с этим ублюдком. Это действительно позор для семьи Наньгун. Наньгун Юн сердито упрекнула его: «Если ты не умеешь разговаривать, то я тебе рот разорву». Это действительно было странно. Этот мужчина явно узнал Чутяня, больше того, он много знал о нем. Чутянь не мог вспомнить этого мужчину, у Чутяня был слишком вспыльчивый характер, и этот грубиян не мог даже стоять здесь, была лишь одна возможность. Он знал изначального владельца тела, то есть и юношу, которым был настоящий Чутянь. Настоящий Чутянь исчез, и его воспоминания стерлись. Чутянь не имел ни малейшего представления о том, что происходило раньше. Кем были эти люди? Чутянь спросил, удерживая на них взгляд. «Какие у вас ко мне претензии?» Мужчина сердито и высокомерно взревел: «Ублюдок, ты не должен был родиться. В тебе течет кровь семьи Чу, но ты покинул семью, повстанцы бежали, а 10 000 человек погибли. Более того, ты ранил 2-го брата, и это еще одно преступление в списке твоих прегрешений. Как ты посмел задать такой вопрос?» Повстанцы, что это значит? Кто этот мужчина? Мужчина, думая, что огорошил его, холодно усмехнулся и сказал: когда выяснилось, что все живы, случился большой переполох. Сначала семья не поверила и послала меня, но я не думал, что это на самом деле будешь ты и что я даже смогу столкнуться с тобой. Ты попал к нам в руки, и теперь удача будет на нашей стороне. Мэн Циньву и остальные думали: этот мужчина, старейшина семьи Чу. Однако это не имело значения. Разве мог старейшина так оскорблять человека? Разве мог он называть кого-то ублюдком? Чутянь с состраданием посмотрел на этого эгоцентричного идиота. «Так ты здесь, чтоб убить меня». Мужчина стал снисходительным. Восстание против семьи нельзя простить, и даже если я разорву тебя на куски, этого будет недостаточно. Но твои мать и отец уже умерли, так что я дам тебе шанс. Мэн Циньву задумалась. Семья Чу из центрального государства. Чутянь был членом этой семьи. Семья Чу из центрального государства была уважаемой семьей, которая не уступала семье. Возможно, Чутянь был их родственником, из-за какого-то инцидента семья считала Чутяня мертвым, так что не преследовала его. Теперь, узнав, что Чутянь жив и даже основал собственную компанию, они послали людей. Это все имело смысл. Теперь было ясно, почему они так пренебрежительно говорили с Чутянем. Можно сказать, они видели его взросление.
Они знали его слишком хорошо, и это повлияло на их решение. Никто не мог сказать, что Чутянь станет таким. К тому же, новости о Чутяне могли распространять намеренно, чтобы спровоцировать конфликт, который привел бы к убийству. Вероятно, это заговор, призванный посеять рознь. Чутянь слабо улыбнулся. «Чего ты хочешь от меня?» «Ты создал прекрасную компанию. На лице мужчины появилась жадность. Отдай мне все акции, прекрати самосовершенствоваться и вернись в семью, чтобы принять наказание. Если ты сделаешь это, то я помогу тебе выпросить снисхождение, помогу тебе избежать смертной казни. Это единственный способ выжить. Надеюсь, ты правильно расставишь приоритеты». Чутянь разразился смехом. «Ты смеешь смеяться. Я 7-й дядя твоего отца, я честный человек, а ты ублюдок, которому не стоило даже рождаться. Именно ради него я даю тебе этот шанс, и ты не должен обвинять семью в бессердечии. Семья Мэн из города Южного Неба — ничто перед семьей Чу, лишь горстка пыли». Казалось, этот мужчина хорошо знал Чутяня, потому что вел себя так, словно уже уничтожил его. «Мне очень жаль. Чутянь не был прежним Чутянем, но желал понять, что случилось с прежним хозяином этого тела. Некоторые вещи я не могу понять до сих пор. Можешь сказать мне, как именно я предал семью Чу?» Лицо мужчины было полно сомнений. Неужели он и правда ничего не помнит? Каким чудом он столкнулся с этим ублюдком? «Что ж, я помогу тебе вспомнить. Твой отец был прямым потомком семьи Чу, на него возлагались большие надежды, но он влюбился в дешевку из вражеской семьи. Несмотря на протесты, он решил бежать с ней, а потом родился ты, ублюдок. 10 лет назад семья поймала твоего отца и эту дешевку. Глава семьи был добр и убил лишь ее. Он позволил тебе и твоему отцу жить, он даже позволил тебе учиться. Кто знал, что твой отец, не отличающий добро от зла, посмеет полгода назад сбежать вместе с тобой? Его казнили за предательство. Тебе повезло сбежать и выжить, но теперь мы нашли тебя, и ты должен покорно принять свою судьбу. Законы семьи Чу суровы, и на этот раз тебя никто не спасет. Его родители были мертвы, их много лет унижали, он сбежал в одиночестве, он стал практически рабом. Неужели Чутянь пережил все это? Мэн Цинь-Ву и Мэн Ин были поражены, они не могли в это поверить. Неужели Чутянь был настолько жестоким? Молодые всегда оптимистичны. Неужели его прошлое было таким болезненным? Обе сестры сочувствовали Чутяню. Они искренне восхищались им. «Ты смеешь говорить такие грязные вещи?» Наньгун Юн была раздражена, ее лицо покраснело. Какая жестокая, какая злая семья. Мужчина холодно фыркнул. У государства свои законы, у семьи свои. Законы семьи Чу должны строго соблюдаться, иначе пойдут слухи. В это не может вмешиваться даже государство, а семья Наньгун тем более. Действительно. Глаза Наньгун Юн злобно засверкали. «Мне нужно вмешаться», мужчина забоялся. «Как ты смеешь?» Она весьма странно реагирует. Чутянь был ублюдком. Почему Наньгун Юн связалась с таким ублюдком? Она была сильна, и справиться с ней было трудно. Мужчина недооценил силы Чутяня, но не мог так легко отступить. Если семья Наньгун вмешается в дела семьи Чу, то Наньгун и потеряет должность мэра. Он посмел угрожать ей и ее отцу, однако он был прав. Если бы здесь был член семьи то Наньгун Юн легко могла убить его ударом одной ладони. Но семья Чу была совсем другой. Они здесь, чтобы разрешить давнее дело. Крупные семьи этой эпохи были крайне независимы. Вмешательство других семей в чужие дела противоречило законам королевства, но даже если это нарушает законы, они не могли просто так забрать Чутяня. Чутянь подошел к ней. «Наньгун, отойди. Чутянь, ты, я час». Вспыхнули черные глаза Чутяня. Он должен был воспользоваться выгодой, которая была положена прежнему владельцу тела, он должен был отвечать за все поступки Чутяня. В душе Чутяня поселилось беспокойство. Юноши уже исчезли, однако ненависть сохранялась. Отомстить за мать, отомстить за отца, за 10 лет страданий и плена — это было невероятное унижение, но с этим покончено. Я помогу погасить эту вражду. Я помогу избавиться от ненависти. Беспокойство постепенно утихло. Мужчина, увидев тяжелый взгляд Чутяня, вдруг ощутил озноб. «Что ты собираешься делать?» «Убить тебя». Вдруг он взмыл в небо, готовясь убить. Мужчина был удивлен и начал сопротивляться, однако Чутянь оказался сильнее, чем он ожидал. Он ударил мужчину ладонью по лицу, и тот отлетел на 10 метров. На лице мужчины показалась паника. Как это было возможно? Чутянь достиг максимум 7-го уровня совершенствования тела. Сам он был бойцом 8-го уровня. Почему ему не удалось блокировать атаку Чутяня? Трудно было поверить даже в то, что Чутянь осмелился напасть. Этот ублюдок боялся семью Чу, за долгие годы страх пропитал его душу. Мужчина был взволнован. «Ты посмеешь убить меня?»
Ты станешь заклятым врагом семьи Чу. Чу Тянь ударил его ладонью по лбу, и голова раскололась до самой грудной клетки. Семья Чу должна мне, и я получу свой долг. Для начала я убью тебя, душа почти его тела. Он убил его. Седьмой дядя был членом семьи Чу. Этот ублюдок на самом деле решился убить его. Разденьте этих двух парней и бросьте их на оживленной улице, чтобы все видели, телохранители уже видели, что этот парень не в порядке, так что быстро сняли одежду, взвалив ее себе на плечи, словно свиньи. Что за неудача? Встреча с этим ублюдком действительно испортила все. Чу Тянь, который посмел убить даже сына Эсюн, был действительно смелым человеком. Сначала оскорбить семью потом оскорбить семью Чу. Наньгун Юн в изумлении посмотрела на него. Никогда не думала, что ты можешь быть членом семьи Чу. Чу Тянь пренебрежительно искривил губы. Разве ты не слышала, что он назвал меня ублюдком? Мэн Циньву нахмурилась. Дело не такое уж и простое. Мэн Ин спросила, почему? Торговому чуду лишь несколько дней. Как об этом узнала семья Чу? Между городом Южного неба и столицей центрального государства Тысячи и на отправку письма нужно несколько дней. Наша компания появилась как раз несколько дней назад. Как они узнали о ней так быстро? Наньгун Юн кивнула, только если кто-то не сообщил эту новость намеренно. Не думаю, что все так. На лице Мэн Циньву показалось беспокойство. Семья Чу отправила людей, не зная всех обстоятельств. Они даже не знали, что ты, Наньгун, акционер нашей компании. Видимо, утечка информации была, но без некоторых деталей. Они хотели спровоцировать вражду между Чу Тянем и семьей Чу. Верно, если бы Чу Тянь не смог справиться с этими тремя, то это сделало бы Наньгун Юн, несомненно, семья Чу разозлится. Она определенно не позволит Чу Тяню уйти, это было личным делом семьи, и мэр не мог вмешаться. Это был хитрый план. Что касается личности заказчика, то гадать не нужно было, они уже все поняли. Во-первых, давайте не будем сейчас беспокоиться об этом. Чу Тяня произошедшее не очень заботило. Сейчас важнее всего торжественное открытие ресторана. Пусть этот инцидент не влияет на наш настрой, потому что это будет большим ударом для торгового чуда. Они достигли точки невозврата, они не могли допустить того, чтобы этот инцидент повлиял на завтрашний день. Это был не просто ресторан, это было первое официальное дело торгового чуда, так что оно имело большое значение. Они не могли допустить несчастного случая. Они уже достаточно разнервничались. Они были обречены на бессонную ночь. Естественно, Чу Тянь был исключением. Чего он только не видел раньше. Это ни на что не влияло. Вернувшись в свою комнату, он заснул сразу же, как только лег в кровать. Глава 48. Источник энергии сытной кухни Ин. Ранним утром было еще темно. Не было ни одного луча света. Чу Тянь просыпался от того, что его безжалостно встряхивали. Перед его взглядом предстало милое овальное лицо, белое и нежное, словно сливки, зыбкое, словно утекающая вода. Под снежно-белой, словно нефрит, шеей высились две белые груди. На него смотрели сверкающие черные глаза. Чу Тянь отвернулся и снова впал в дрему, пробормотав: «Откуда взялся этот прекрасный ангел? Видимо, я до сих пор сплю». Личико Мэн Ин покраснело, в ее сердце заныла сладость. Кто учил его разговаривать, она набросилась на него, словно голодный тигр, царапая: «Вставай! Поднимайся! Сегодня великий день. Ты должен участвовать». Чу Тянь сразу же подскочил. Они отправились в сытную кухню Ин. Наньгун Юн была в нарядном платье, которое надевала редко, и ее обычно растрепанные волосы были аккуратно уложены. Тонкими чертами лица и высоким ростом она напоминала юную леди из уважаемой семьи. По крайней мере, когда молчала, Наньгун Юн, сгорая от нетерпения, вбежала и закричала: «Эй! Наконец-то вы пришли! Сегодня день торжественного открытия. Быстро помогайте!» Они бросились, чтобы разобраться с последними приготовлениями. На востоке медленно поднималось большое красное солнце. 80 работников, одетые в униформу, аккуратно выстроились перед рестораном. Мэн Циньву пришла в официальном платье, которое подчеркивало плавные изгибы ее фигуры. Черные волосы, нефритовая кожа, красивый взгляд, полный надежды, немного хмурая улыбка, добавляющая невыразимое очарование. Бутон, подающий надежды, заманчивая красота, ум. Ей не было равных. «Поздравляю, мисс». Жан Ли Цинь и Сюн Тянь Ян уже были здесь, чтобы поздравить их. Торжественное открытие ресторана торгового чуда было серьезным событием для города Южного неба. Время шло, скапливалось все больше людей.
Толпа была настолько плотной, что не пропустила бы внутрь даже капли воды. Некоторые именитые семьи прислали людей с подарками. Подъехал роскошный экипаж. Из него вышел Наньгун, окруженный десятком стражников, из-за чего собравшаяся толпа принялась ликовать. Господин мэр приехал. Невероятно, даже господин мэр прибыл. Толпа была поражена, они никогда не слышали о том, что открытие ресторана может привлечь внимание мэра, что мэр может прийти, чтобы поддержать их. Скоро должны были перерезать ленту. Мэн Циньву, как вице-президент торгового чуда, лично начала церемонию, позвав на сцену двух начальников по общественному питанию. Наконец она пригласила на сцену почетных гостей. Наньгун и Джан Ли Цин, Сюн Тяньян, Мэн Циньву, Мэн Ин, Наньгун Юн — это было сенсацией для толпы. Все они были знаменитостями, вышла группа привлекательных девушек, в руках у которых были ножницы и алая лента. Они протянули ленту на всю ее длину. Церемония начинается. Все взяли ножницы и одновременно перерезали алую шелковую ленту. Раздались звуки колокольчиков и барабанов, толпу охватило праздничное настроение. Это было хлопотно, но провести церемонию было необходимо. Радостно смеющиеся знаменитости вызовут шумиху. Торжественное открытие небольшого ресторана, привлекшее внимание мэра и мастера гильдии технического символа, не могло не стать популярной новостью. Мэн Ин и Наньгун Юн, посмотрев друг на друга, кивнули. Мэн Ин громко объявила: «Друзья, граждане, сегодня мы торжественно открываем сытную кухню Ин. В благодарность за вашу поддержку ближайшие 10 дней вы сможете, потратив 5 золотых монет, получать обратно 1 монету, которой вы сможете воспользоваться в любом нашем магазине». Толпа громко ликовала. Чу Тянь недоуменно посмотрел на Мэн Циньву. «Ты предложила им идею о скидках?» Мэн Циньву была сбита с толку. «Нет, не я, что еще за скидки?» Черт, в городе Южного Неба непопулярная такая тактика. Чу Тянь был напуган этим фактом, они не могли додуматься до этого сами. Мэн Ин продолжала говорить. «Также сытная кухня Ин предлагает вам членские билеты. Благодаря им вы сможете пользоваться скидкой в 30% и пользоваться многими привилегиями». Наньгун Юн добавила: «Членский билет торгового чуда будет действителен не только в сытной кухне Ин, но и в любом нашем ресторане. В следующие 3 дня будет проводиться акция. Если вы кладете на карту 100 золотых, то мы добавляем вам 10 золотых. Если кладете 200 золотых, то мы добавляем вам 30 золотых. Если кладете 300 золотых, то мы добавляем вам 80 золотых. Если кладете 500, то мы добавляем вам 100 золотых. Время ограничено, и мы надеемся, что вы им воспользуетесь». Мэн Циньву была напугана. Эта парочка действительно умела скрывать планы. В малонаселенных районах свирепствовали демонические звери, транспорт был не у каждого, а информация распространялась долго. Бизнес-план был простым, но в городе Южного Неба до этого не пользовались скидками и членскими билетами. Никто и представить не мог, что первыми этот план реализуют эти двое девушек, которых все считали бездельницами. Наньгун и едва не расплакался. Да благословит Господь семью Наньгун, его дочь была огненным фениксом, а теперь, когда она присоединилась к таким людям, она станет еще умнее. Никто не сможет остановить ее. Ресторан официально открылся. Рой людей исчез внутри. Главным деликатесом было мясо демонического зверя, пользовавшееся спросом в основном у бойцов, но в городе Южного Неба было около 200 тысяч бойцов. Официанты раздали меню. Мясо черной железной свиньи — 30 серебряных монет за порцию. Мясо лунного яка — 40 серебряных монет за порцию. Мясо двурогой антилопы — 40 серебряных монет за порцию. Мясо крупнокопытного оленя — 50 серебряных монет за порцию. Изучая меню, гости изумлялись, потому что каждое мясное блюдо стоило от 20 до 50 серебряных монет, а блюдо из овощей — не больше 20 серебряных монет. Это было дешево. В некоторых крупных гостиницах города Южного Неба по той же цене предлагали обычное мясо, но сытная кухня Ин предлагала мясо демонических зверей. Никто не думал, что цены в новом ресторане будут такими низкими. Когда принесли блюдо, люди несколько разочаровались, им показалось, что порции слишком малы. На тарелке лежал кусок мяса лунного яка размером с четверть стейка. В конце концов, блюда в горячих горшках не были популярны в городе Южного Неба, люди не привыкли к такой еде. Но если вдуматься, этот ресторан обслуживал бойцов, цены были приемлемыми. В ресторане были источники энергии. Как можно было сравнивать его с обычной гостиницей? К тому же, в ресторане была система членских билетов, с которыми можно было вернуться и получить скидку. Естественно, люди, никогда не евшие пищу, приготовленную таким способом, не знали, чего ожидать. В специальный горшок, который и был источником энергии, положили говядину и свинину. Уже скоро вкусный аромат заполнил зал ресторана. Его было слышно даже на улице, и этот аромат нельзя было сравнить с ароматом обычной пищи. Это чертовски вкусная свинина.
Верно, верно. Обычно мясо черной железной свиньи трудно жевать, но если кипятить его 5 минут, оно становится неожиданно нежным и вкусным. Это действительно слишком вкусно. Ребята, попробуйте говядину. Я никогда не пробовал такого вкусного демонического мяса. Безусловно, это стоит потраченных денег. Мы возьмем членские билеты и будем питаться здесь. Босс, несколько человек хотят получить членские билеты. Когда Мэн Цинь Ву купила ресторан, она создала специальную область, куда люди могли приносить добытое ими мясо. В конце концов, демонических зверей не разводили на фермах, а ежедневного потока мяса с рынков было недостаточно. Ресторан был плотно набит людьми, а у дверей в очередь выстроились несколько сотен человек. Пища, приготовленная на особом источнике энергии, каждый хотел попробовать ее на вкус. Когда Мэн Ин и Нангун Юн увидели, насколько успешен их бизнес, они начали ухмыляться. Если так будет каждый день, то этот ресторан — та еще дойная корова. Это только начало, лишь начало торгового чуда. Чутянь, Сюнбин, Нангун и Мэн Цин Ву сидели в отдельной комнате, заказав тарелку чеснока. Очень, очень интересно. И пища, и энергия. Действительно, лучшие из всех миров. Сюн Бин заметил, что от горшка исходят невидимые волны тепла. Взяв несколько тонких кусков баранины, он положил их в горшок, и они стали нежными. Есть такое мясо было по-настоящему комфортно, а с хорошим вином еще приятнее. Сюн Бин съел 6 или 7 тарелок, но этого ему не хватило, и он заказал еще десяток, после чего обернулся к Чутяню. В вашем ресторане подается мясо демонических зверей первого ранга. Почему вы не предлагаете мясо зверей второго ранга? Для бойцов мясо зверей первого ранга не играет особой роли, Чутянь кивнул. Мясо зверей второго ранга намного сложнее готовить, оно нужно бойцам пробужденной души. В городе Южного неба не так много подобных бойцов. Я мог бы открыть отдельный зал, где обслуживают именно их, но вам, чтобы попасть туда, потребуется золотой билет. Сюн Бин рассмеялся. Хитрец, вы придумали, как воспользоваться моим предложением. Членские билеты торгового чуда делились на чугунные, бронзовые, серебряные и золотые. Чтобы стать обладателем чугунного билета, нужно было вложить 50 золотых монет, и этот билет давал скидку в 5%. Чтобы заполучить золотой билет, нужно было вложить 1000 золотых монет, что влекло за собой скидку в 30%. 1000 золотых монет были крупной суммой. В городе Южного неба получить золотые билеты могли лишь граждане из семей и компаний первого класса. Сюн Бин гордо сказал, отец зарегистрируется и получит золотой билет. Но, кстати говоря, понизил он голос, все знают, что у семьи Нангун и семьи Сюн есть акции торгового чуда. Однако, несмотря на то, что с рестораном дела пошли хорошо, торговое чудо до сих пор в опасности. Глава 49. Популярный бизнес. Сюн Бин и Нангун и думали о том, чтобы заполучить все возможности. Безусловно, торговое чудо лишь начинало, им не хватало средств, и разве это не лучшая возможность для того, чтобы вложить деньги? Кто бы мог подумать, что популярность ресторана превзойдет все ожидания. Торговое чудо планировало открыть еще 2 ресторана, а в будущем стать национальной сетью питания. Будет ли им потом не хватать денег? К счастью, Сюн Тянь Ян и Нангун были частью руководителей компании, так что могли откусить кусок этого пирога. Мэн Цинь Ву быстро сказала: «Генерал Сюн Бин, пожалуйста, будьте уверены, торговое чудо — одно из важных подразделений, оно определенно не разочарует вас. Что ж, это хорошо». Нангун Юн стремительно ворвалась, прежде чем хоть кто-то сможет заговорить, крикнула отцу: «Бизнес твоей драгоценной дочери торжественно открыт, а ты просто сидишь и ешь? Ты должен поддержать меня действием, по крайней мере, ты можешь зарегистрировать 350 членских билетов». Нангун Юн был готов плеваться кровью. Почему я должен регистрировать так много билетов? Бред какой-то. Нангун Юн восхищенно сказала: «Торговое чудо станет национальной сетью, так что твои членские билеты можно будет использовать в центральном государстве. Ты должен знать, что количество членских билетов ограничено, так что если не сможешь ими пользоваться, то просто раздай друзьям. Это лучше, чем давать им золото, серебро или украшения, тебе так не кажется?» Наннун и с возмущением сказал: «Я буду слишком беден для того, чтобы иметь друзей». Это недорого, всего 10 000 золотых монет. Они получат удовольствие и скидку в 40%. К тому же, в следующий раз ты сможешь получить скидку в 70%, так что ты не пострадаешь от убытков. Я говорю все это только потому, что ты мой папа. Говорила она крайне хитро. Неужели она стала такой, проведя время с Чутянем? Обычная еда стоила несколько золотых монет, и это только блюдо первого уровня. В будущем, когда появится специальное место для бойцов пробужденной души, цена может страшно взлететь, поэтому лучше было стать членом сейчас. Во всяком случае, есть он будет точно.
Почему бы не воспользоваться тем, что сегодня открытие, и не зарегистрироваться? Наньгун Юн заметила, что отец поддается, и быстро сказала: на самом деле у нас есть высший членский билет, который стоил лишь 10 тысяч золотых монет, и ты сможешь наслаждаться скидкой в 50%. Стой, не говори больше ничего. Наньгун и вытер пот со лба и достал из нагрудного кармана золотую карту. Это 10 тысяч золотых монет, скорее, возьми. Чутянь показал ей большой палец. Удовлетворенная Наньгун Юн перевела взгляд на Сюнбина. «Генерал Сюнбин, вы ничего не потеряете, если зарегистрируете членский билет. Это стоит всего 10 тысяч золотых монет, а билет подчеркнет ваш высокий статус». Сюнбина прошиб пот. «Я уже готов зарегистрироваться. Золотой билет? Вам этого достаточно», — воскликнула Наньгун Юн. «Это же оскорбление. Вы, может, и стерпите, но я не смогу. Кто научил вас этому? Я должна научить его быть человеком». Чутянь в испуге задрожал. Что говорит эта сумасшедшая? С каких пор золотой билет — это оскорбление? Наньгун Юн спокойно продолжила. Позвольте мне сказать, что некоторые бойцы, сидящие в этом зале, купили золотые членские билеты. Верно, некоторые ваши заместители и командиры гарнизонов купили золотые членские билеты. Разве вы равны капитану? Разве вы равны тем, кем командуете? Все будут думать, что генерал Сюнбин нищий. У вас ведь есть престиж, у вас ведь есть гордость, вы генерал армии города Южного Неба. Вы так не думаете. Юная леди, больше ничего не говорите. Сюнбин не знал, смеяться или плакать. Я зарегистрируюсь, хорошо? Золотой билет за 10 тысяч золотых монет я беру. Довольная Наньгун Юн приняла золотую карту. Увидев, что она заговорила еще одного человека, Чутянь остался доволен такой яркой личностью. Наньгун Юн показала, что в наше время красноречие важно так же, как и военная мощь. Неплохо, неплохо, настойчивость принесла результаты. Кто мог знать, что ее взгляд падет и на Чутяня? Чутянь, ты наш президент, ты должен поступить, как они. У тебя должен быть хотя бы один членский билет, так что, черт побери, ухищрения этой ведьмы не избежать никому. Наньгун из жалости посмотрел на Чутяня. Ты действительно не понимаешь мою дочь. Сюнбин хихикнул. Этот сопляк наслаждался моей болью, теперь он испытает ее на себе, не так ли? Ее уже много лет называли ведьмой, и на то были причины. Чутянь покачал головой. Знаешь, у меня нет никаких денег, в последнее время меня поддерживала молодая мисс. Я настолько беден, что должен просить разрешения даже на то, чтобы купить нижнее белье. Наньгун Юн яростно сказала: прекрати делать вид, что ты бедный. Ты получаешь 80% дохода от акций торгового чуда. Мы работаем из последних сил, получая лишь остатки, а ты смеешь делать вид, что у тебя нет денег? Никаких возражений, высший членский билет принадлежит тебе. Это было слишком неразумно. Такое грубое навязывание. Наньгун Юн, маленький дьявол, закатала рукава и показала белые руки. Что? Ты не хочешь помочь мне? Даже если у тебя нет денег, ты будешь должен. Ты просто не будешь получать деньги 2 месяца. Кончено. Все было кончено. Не стоит будить зверя. Чутянь сказал: ты выиграла. Я просто зарегистрируюсь. Наньгун Юн тут же изменила выражение лица и, широко улыбнувшись, нежно и сладко сказала: президент сочувствует своим подчиненным, полностью поддерживает нас, так что я скажу персоналу, что они поблагодарили его. Разговор закончился, она сразу же крепко обняла Чутяня. Ее нрав был очень жестким, но тело было вполне мягким. Но откуда эта странная сила? Чутяню казалось, что его обнимает медведь. Наньгун Юн разобралась с Чутянем, и ее огненный взгляд упал на Мэн Циньву. Раз нас поддержал президент, то вице-президент — какое безумие. Она не упустила даже Мэн Циньву слова. Жадность было недостаточно, чтобы описать ее. Цвет лица Мэн Циньву изменился. Она, не дожидаясь, пока Наньгун Юн начнет говорить, сразу же сдалась и протянула золотую карту. Наньгун Юн криво улыбнулась. «Ешьте, а я пойду дальше». Наньгун Юн быстро вышла из кабинета и побежала дальше. Не нужно было гадать, чтобы понять, что еще ни один человек потеряет свои деньги. Ресторан был забит целый день. Толпа снаружи даже не думала уменьшаться, а только росла. Мэн Ин и Наньгун Юн вместе все обдумывали. Так что у них были зарезервированные места. Стало больше людей, которые регистрировались в качестве членов. В сейфах торгового чуда появилось множество золотых карт и наличных. Вечер — подробная выписка из счета. Мэн Ин подпрыгнула и с волнением протянула выписку Чутяню. «Ты знаешь, сколько мы заработали за один день?» «Сколько?» 280 тысяч золотых монет. Мэн Ин была так взволнована, что не могла даже говорить. Ее годовые доходы не могли сравниться с этим. За один день небольшой ресторан заработал столько денег.
Чутянь тоже был удивлен. Как это возможно? Мэн Циньва улыбнулась и сказала: «Членские билеты учитываются». Мэн Ин, почесав в затылке, рассмеялась и стала загибать пальцы. «Мы продали один высший билет, 8 алмазных билетов, 35 золотых билетов и бесчисленное количество серебряных и железных билетов. Это еще десятки тысяч золотых монет, членские карты были деньгами, которые вложили клиенты. Однако эти деньги нельзя было вернуть. Прибыль от одного блюда достигала 500%, в 10 раз выше, чем они думали. Они без проблем могли получить 180 тысяч золотых монет, гигантская прибыль, невероятно гигантская прибыль, заработанная слишком легко. После торжественного открытия они заработали несколько десятков тысяч золотых монет, и, видимо, они будут популярны еще долгое время. Чутянь заговорил: «Мы слишком долго были бедными, а теперь можем увидеть рассвет богачами». Одного ресторана было недостаточно, чтобы удовлетворить спрос. В городе Южного Неба было около 200 тысяч бойцов, если не считать обычных жителей, дворян и купцов. Когда-то считалось, что самая большая прибыль у врачей и продавцов талисманов, а общественное питание не воспринималось серьезно, однако теперь торговое чудо заработало на ресторане так много денег. Даже больше, чем создатели талисманов. У торгового чуда не было конкурентов в городе Южного Неба. День, который был успешным, все же закончился. Наньгун Юн боялась, что будут возникать проблемы, так что настойчиво беспокоила своего отца. В конце концов, он передал ей 200 стражников, чтоб те охраняли ресторан. Второй день ресторан был популярен во всем городе, от аристократов до низших сословий, не было никого, кто не знал бы о нем. Люди считали за честь обладать членским билетом, он стал символом власти и могущества. Популярность. Популярность. Вы видели газету. Все говорят о нас. Вбежала покрасневшая Мэн Ин, держащая пачку газет. Она передала их Чутяню, словно они были сокровищем, а затем, взяв себя в руки, подошла к Чутяню и стала читать вместе с ним. Между их лицами было несколько сантиметров. Чутяню вдруг захотелось подарить ей поцелуй. Но, скорее всего, ей это не понравится. Новости города Южного Неба. Заголовок: «Сытная кухня Ин. Бизнес-чудо», доход которого превышает 280 тысяч золотых монет, шокировала город. Еженедельник «Люди», заголовок: «Из богатеньких бездельниц сверхвлиятельных богачей, прекрасных президентов торгового чуда, наемники», заголовок: «Открыт самый лучший и самый сытный ресторан для наемников». Журнал «Символ», заголовок: «Эпохальное изобретение, приготовление пищи на источнике энергии». В этой эпохе не было новых средств массовой информации, но бумагу изобрели довольно давно, так что газеты и еженедельники были популярными формами новостей. Сегодня все популярные газеты писали о ресторане торгового чуда. Все они сообщали, что стоит даже говорить о переоцененности. Чутянь и Мэн Ин только что закончили читать газеты. Сюн Тянь Ян привел нескольких людей, которые несли ящики. «Президент, вот лунная трава, которую вы просили». Фантастика. Это было счастьем вдвойне. Первый выигранный бой в ресторане торгового чуда и лекарственной травы, которые были нужны Чутяню. Сюн Тянь Ян, странно посмотрев, сказал: «Эта партия стоит 140 тысяч золотых монет, а запас лунной травы в городе Южного Неба скоро иссякнет». Цена на 1 единицу поднялась до 20 золотых монет. Это не заботило Чутяня. «Поговори с поставщиком, потому что с этого момента я постоянно буду заказывать крупные партии. Мне нужно 10 тысяч каждую неделю, договорись о цене». Сюн Тянь Ян был напуган. «Так много?» «Верно. Можно больше, но не меньше». Теперь, когда торговое чудо стало приносить деньги, Чутянь был полон энергии. Мэн Ин смутилась. «Ты хочешь скупить всю лунную траву?» Чутянь загадочно сказал: «Мне нужно побыть одному 1 или 2 дня, а затем я все расскажу». Мэн Ин недовольно сказала: «Снова заставляешь всех мучиться от любопытства. Для начала скажи молодой мисс, чтобы она отправилась в духовную пещеру и приняла ванну, а затем дай ей эту таблетку. Это драгоценное лекарство, не потеряй его. Затем она должна попробовать пробиться на 7-й уровень совершенного тела». Чутянь махнул рукой и сказал: «Несите травы вниз, я собираюсь применить их». Глава 50. Бессмертное звездное тело. Лунная трава была именно той травой, которую знал Чутянь. Когда ее открыли, ее применяли для лечения костных травм. Это было хорошее применение, но были и другие заменители, так что на лунную траву не обратили особого внимания. Лунную траву не следовало применять в обычной терапии. Лунная трава была непростой, она содержала в себе силу звезд, поэтому она могла восстанавливать меридианы, восстанавливать кости и повышать эффективность духа. Это была практически панацея. Наньгун Юн могла прорваться к уровню пробужденной души, но она подавляла свои силы, оставаясь на уровне совершенного тела.
Почему она это делала? Не для того ли, что создать фундамент, образованный на уровне совершенного тела, был самым важным. 3000 лет спустя стоимость одной порции лунной травы превысит текущую цену в 10 тысяч раз. Но энергии одной порции было недостаточно, так что люди текущей эпохи не могли оценить ее силы по созданию фундамента. Если не жалеть денег, чтобы снова и снова приобретать лунную траву, можно было применить силу звезд, чтобы улучшить тело. Чутяню действительно повезло, лунная трава этой эпохи была дешевой, 1000 порций, очищенная и обработанная, превратилась в большую кастрюлю с голубым раствором. Чутянь добавил туда несколько вспомогательных материалов. Бочка была достаточно большой, чтобы туда поместился человек. На ней было вырезано несколько рун. Они напоминали звезды, испуская загадочную атмосферу. Это был первый уровень закалки звездного тела, это была переработка человеческого тела. С помощью силы звезд, которая укрепляла тело и душу, тело человека рассматривалось как один из материалов. Такая процедура, если о ней узнают многие, вызовет огромный переполох. Приступим. Чутянь активировал духовную энергию и захлопал в ладоши. Руны, которыми была покрыта бочка, вдруг испустили ослепительный свет. Раствор начал кипеть, пузыри клокотали, синий свет горел всполохами. Сила звезд проникала в пары Чутяня, чтобы укрепить его тело. Вполне чистая древняя энергия проникала в каждый уголок его тела, питая каждую каплю крови, просачиваясь в костный мозг. Сила звезд заполняла его меридианы, образуя поток, очищающий его тело от примесей. Сила звезд просачивалась в его душу. Его душа наполнилась теплой энергией и расширилась. Это был метод, называющийся «бессмертное звездное тело». Это был сильный метод, но при этом и сложный, поскольку нужно было пропускать через себя силу звезд. Если не было внешних источников, его можно было практиковать лишь звездной ночью, что замедляло прогресс. Чтобы пересечь черту, не хватало даже 5-8 лет. Чутянь ничего не практиковал с тех пор, как попал в эту эпоху. Парящий кулак небес и жемчужные артерии были методами первого класса, и их можно было считать основополагающими. Это подходило некоторым бойцам, но не всем. Бессмертное звездное тело было драгоценным методом будущего. Если практиковать этот метод, то можно было побеждать бойцов того же уровня или даже выше. Для специальных методов требовалось много ресурсов. Именно таким методом было бессмертное звездное тело. На материке, где материалы стоили слишком дорого, эта техника была практически недоступна. Пришлось бы сжечь много денег, поэтому бессмертное звездное тело в будущем кануло в лету. Поэтому Чутянь никогда не думал, что настанет день, когда он применит этот метод. Спустя 15 минут голубая жидкость начала приобретать прозрачность. Тело Чутяня окутал голубой свет звезд, он напоминал кристалл, излучающий синий свет. Неплохо, неплохо. Чутянь прорвался на 8-й уровень совершенного тела. При первом применении эффект был особенно заметным, однако в будущем он станет слабее. Самым важным преимуществом этого метода было закаливание тела. Надев одежду, Чутянь подошел к зеркалу, чтобы посмотреть на свое отражение, и увидел нефритовую кожу, которая могла бы свести с ума многих женщин, могла бы вызвать у них невероятную зависть. Чутянь сжал кулаки, его окружало слабое свечение. Это была сила бессмертного звездного тела, и, естественно, этот метод нельзя было освоить на одном дыхании. Было 4 этапа: слабый успех, удовлетворяющий успех, крупный успех и совершенство. Чем глубже была практика, тем сильнее был эффект. Но тем не менее, оборонительные возможности Чутяня значительно увеличились. Для подобных тренировок были 2 предпосылки. Во-первых, методика должна была соответствовать душе. Во-вторых, методику не должно было отвергать тело. Наньгун Юн обладала душой огненного феникса и практиковала искусство небесного пламени, которое передавалось в ее семье из поколения в поколение. Если бы она использовала искусство льда, то не смогла бы проявить свою истинную мощь. Отторжение некоторых методов было нормально. К тому же, практиковать сразу несколько методов было слишком изощренным способом. Многие бойцы всю жизнь практиковали лишь один. Как правило, боец выбирал метод не вслепую. Чутянь выбрал бессмертное звездное тело не только ради оборонительных способностей. Крупным преимуществом бессмертного звездного тела были не боевые возможности, а его защитные эффекты. Это был выдающийся метод, который не только не вызывал побочных эффектов, но и совершенствовал меридианы, укреплял телосложение и увеличивал силы. Хотя оборонительная способность была сильна, природа метода была весьма мягкой, иными словами. Бессмертное звездное тело не вызвало отторжения. Оно закладывало мощный фундамент будущего развития. Уже много лет этот метод не практиковали. Он почти исчез с континента, Чутяню посчастливилось случайно увидеть его, и вспомнил он о нем благодаря своей фотографической памяти. На этом континенте он сможет достичь большого успеха, может быть, даже бессмертного тела, однако Чутянь признавал и проблемы. Поддерживать этот метод было трудно. Каким образом бессмертное звездное тело исчезло из анналов истории?
Можно было подобрать и другие, более древние методы. Вернулись Мэн Ин и Мэн Циньву. Мэн Циньву уже побывала в пещере и приняла таблетку Ци, чтобы прорваться к 8-му уровню совершенного тела. Теперь Чутянь должен был выполнить свое обещание. Мэн Ин, приятно удивленная, с надеждой спросила: «Чутянь, ты действительно сможешь вылечить хроническую травму моей сестры?» Чутянь слабо улыбнулся. «Пока она следует моим инструкциям, никаких проблем не будет». Следовать инструкциям? Почему бы и нет? Этот недостаток мучил ее уже 20 лет. Мэн Циньву пробовала различные лекарства, но ничего не сработало. Мэн Циньву знала лишь постоянную боль. Чутянь сказал Мэн Ин: «Подготовь набор игл для иглоукалывания». Хорошо. Она была старательной, поэтому быстро развернулась, чтобы приготовить иглы. Чутянь с серьезным лицом сказал Мэн Циньву: «Теперь я передам тебе один метод, обязательно запомни его, потому что он будет тебе полезен». Это был не просто еще один метод. Это было бессмертное звездное тело. Мэн Циньву была поражена, услышав его. Этот метод был гораздо сильнее любого метода королевства. С его помощью можно было создать собственную секту. Мэн Циньву не думала, что Чутянь поделится с ней таким удивительным методом. Иглы здесь. Подбежала Мэн Ин с небольшой коробочкой. Чутянь уже использовал 1000 порций лунной травы, чтобы наполнить бочку. Окрашенная голубым жидкость испускала едва заметный аромат. Мэн Ин с любопытством посмотрела на нее. «Это лекарство для лечения моей сестры? Почему его так много?» «Не задавай пока столько вопросов, давайте приступим». «Сейчас я начну втыкать иглы», — Мэн Ин быстро сказала. «Тогда я лучше пойду. Ты не можешь уйти, сначала найди мне кусок черной ткани. Зачем тебе черная ткань?» Чутянь серьезно сказал: «Мне нужно завязать глаза». Мэн Ин посмотрела на него, широко распахнув глаза. «Я, конечно, не самая умная, но разве это нужно для акупунктуры? Такие иглы могут не только лечить, но и убивать. У меня лишь одна сестра, и если ты сделаешь ей больно, то тебе придется заплатить за это». Мэн Циньву расплылась в теплой улыбке. «Ин, не волнуйся так. Чутянь всего лишь вколет иглы, не нужно беспокоиться, я серьезен. Я должен и применить иглы, и завязать глаза, заколебал», — сказала Мэн Ин, тяжело дыша от возмущения. «Зачем тебе завязывать глаза, если ты собираешься вкалывать иглы? Что делать, если ей будет больно?» «Я не согласна». «Чёрт возьми, ты ничего не понимаешь». Чутянь стукнул Мэн Ин по голове. Мэн Ин продолжала протестовать. «Почему ты ударил меня?» Чутянь упрекнул ее. «Нужен полный контакт с кожей, значит, твоя сестра будет обнажена. Если я не завяжу глаза, то увижу ее тело». Обе были потрясены. Чутянь продолжал с негодованием выплевывать слова. «Что делать мне, если вы будете угрожать мне и заставлять жениться на ней? Хотите навредить мне? Вы меня не обманете». Их красивые лица тут же покраснели. Он был в бешенстве, он не знал, какие слова подобрать. Мэн Циньву стыдливо покраснела и нерешительно сказала: «Мне действительно нужно раздеться». Чутянь кивнул. «Ты должна раздеться». Красивые глаза Мэн Циньву потухли. «Ты сможешь использовать иглы с завязанными глазами». Чутянь немного слукавил. «Ты не веришь мне?» «Нет, не сердись, я действительно верю тебе, но...» Мэн Циньву смутилась настолько, что опустила лицо и тихо сказала: «Я действительно». Чутянь фыркнул. «Тогда быстрее раздевайся, я теряю время». Мэн Циньву была несколько возмущена. Она была девушкой, которая придерживалась традиций. Она скорее зарезалась бы, чем разделась перед взрослым мужчиной. Для такой невинной женщины, как она, это было сложным решением, а для этого парня это было простым действием, словно выпить стакан воды. Можно ли использовать иглы, если человек одет? Кто знает, может, он просто обманывает меня. Сердце Мэн Циньву было наполнено неохотой, но спустя несколько секунд колебаний она сказала: «Хорошо, я разденусь». Мэн Ин была встревожена. «Сестра, ты действительно хочешь, чтобы этот ублюдок воспользовался тобой?» Ерунда. Мэн Циньву смотрела на сестру. Ее застенчивый взгляд был полон упрека. «Быстро найди кусок черной ткани и плотно завяжи глаза». Мэн Ин отправилась искать черную ткань. «Садись». Мэн Ин стояла позади него и яростно наматывала слой за слоем. Она стояла близко, поэтому ее аура ясно ощущалась. Ее движения были резкими, а ее упругая грудь время от времени касалась спины Чутяня. У Мэн Ин была хорошая грудь. Главное, не говорите об этом Мэн Циньву. Жаль, что он не мог этого видеть. «Завяжи крепко». Чутянь сидел солидно, как джентльмен. «Если твоя сестра заставит меня жениться на ней, ты должна будешь давать показания». «Я ничего не вижу и ничего не чувствую». Мэн Циньву чуть не потеряла сознание от гнева.
Свадьба с тобой будет самым худшим решением. Какой смелый и бесстыдный человек, даже если бы ты хотел взять меня в жены, я бы не согласилась. Мэнэн в гневе стиснула зубы. Отчаянно затянув ткань, словно желая сломать Чутяню череп, она, наконец, завязала тугой узел.